Достала жара. В этом видео я покажу, как мы боремся с жарой в доме, изготовим наружные жалюзи для окон и расскажу о результатах использования системы пассивного охлаждения, которую мы сделали ранее. Всем привет! На этом канале мы делимся опытом в строительстве и обустройстве дома своими руками. Если эта тема тебе интересна, подпишись на наш канал. Основной причиной, по которой мы выбрали каркасную технологию для строительства собственного дома, стало то, что при минимальных затратах на его строительство и утепление можно также добиться минимальных счетов за отопление. То есть по сути нагреть каркасный дом зимой очень легко, а летом это стало его минусом. Солнце через окна прогревает его до некомфортно высокой температуры. Второй этаж в таком доме напоминает чердак в жару. Когда на улице 30 градусов, то почти такая же жара присутствует в большей половине дома. С обычными окнами проблему мы решили с помощью обычных жалюзей. Но в нашем доме также есть потолочные окна, которые пропускают солнце значительно больше. И к ним уже обычные жалюзи не подойдут. Поэтому мы решили поэкспериментировать и сделать самодельные наружные жалюзи. Как защита от жары, наружные жалюзи выгодно отличаются от внутренних. Они не только препятствуют попаданию солнца в помещение, но также, нагреваясь сами, оставляют жару снаружи дома. Цена на наружные жалюзи достаточно высока, а найти их еще и в горизонтальном исполнении та еще проблема. Поэтому изготовить их своими руками нам показалось разумно. А что из этого получилось, сейчас и увидим. У нас во дворе давно лежали без дела остатки дюралевых труб. Их списывали из старых оросительных систем, а мы использовали их для изготовления мач на парусные лодки. Они очень легкие и прочные и вполне подойдут для изготовления ламелей для жалюзей. Трубы имеют диаметр 125 мм с толщиной стенки в 3 мм. Изначально я нарезал их по длине. Размечать место отреза удобнее всего с помощью листа картона или бумаги. Мне под руки попался кусок рулонной наждачной бумаги. Обертывая им трубу, я ровно размечал линию отреза. Потом я продольно распустил трубу и за следующим продольным распилом получил первую ламель, которую использовал как шаблон для разметки для всех последующих ламелей. Из одного отрезка трубы мне удавалось нарезать 5 алюминиевых ламелей с шириной в 7 см. А в сумме для двух окон я нарезал 24 ламели. Изначальная округлая форма трубы придает ламелям в итоге продольной жесткости, которой им будет вполне достаточно, чтобы противодействовать ветру. Используя одну ламель как шаблон, на краях остальных ламелей я разметил функциональные выступы с отверстиями. В последующем за эти выступы ламель будет крепиться к раме. Заусеницы я убирал с помощью лепесткового наждачного круга. Выступы загибал с помощью трубного ключа. Дюралюминий гнется легко, но из-за своей жесткости достаточно хрупкий. Если разогнуть и согнуть деталь повторно, она точно отломается. Хотя алюминий и не подвержен коррозии, мы решили все же его покрасить, чтобы придать ламелям опрятного вида. Перед покраской смыли всю грязь и покрыли ламели 2 слоями краски 3 в 1, которая уже имеет в своем составе окислитель, грунт и финишное покрытие. Чтобы жалюзи открывались и закрывались синхронно, я изготовил синхронизирующую планку, которую вырезал из той же трубы. И в ее центре насвердил через заданное расстояние отверстие с диаметром в 12 мм.
В отверстие на синхронизирующей планке вставляем выступы, которые я заранее сформировал на ламелях. Так как подобную конструкцию изготавливал впервые, то при первичной сборке я еще не был уверен в работоспособности этого узла. Идеальная плотность здесь не нужна, поэтому я подтачивал выступы, чтобы они с люфтом входили в отверстие. Пока я выравнивал геометрию планок, супруга занялась изготовлением внешней рамы. Для ее изготовления мы использовали сухую сосновую доску с сечением 100 на 25 мм. В обустройстве дома мы часто используем доску, поэтому заготавливаем ее заранее. Так она успевает высохнуть естественной сушкой, и под руками всегда есть сухая древесина. Вита нарезала все заготовки, а потом я скрутил из них прямоугольные рамы. Соединение промазывал столярным клеем ПВА и фиксировал 3 саморезами по дереву. Столярный клей имеет класс водостойкости D3, и подобное соединение я уже использовал на уличной конструкции при изготовлении садовой качели, которая стоит под открытым небом уже более 10 лет. И клей, и черные саморезы продолжают функционировать в этой качели без каких-либо нареканий. Чтобы деревянная рама продолжала сохранять правильную геометрию, мы решили покрыть ее масляной краской. Жалюзи мы будем использовать сезонно и на зиму будем демонтировать, поэтому деревянная рама с такой покраской должны прослужить достаточно долго. Для фиксации синхронизирующей планки выступы на ламелях я загнул под 90 градусов. Ламели к раме фиксировали с помощью кровельных саморезов. У этих саморезов есть шайба с резиновым уплотнителем. Затягивая эти саморезы, можно отрегулировать жесткость вращения ламелей, чтобы они проворачивались жестче и не болтались при ветре. Деревянная рамка будет укладываться прямо на каленое стекло потолочного окна. Чтобы они соприкасались мягче и между деревом и стеклом появилась вентиляционная щель, по углам я прикрутил резиновые ножки. Синхронная планка хорошо справилась со своей задачей, и теперь все ламели открываются и закрываются одновременно. Да, управление жалюзями происходит вручную. Мы планируем отрегулировать их в одном положении, при котором прямые солнечные лучи в пике будут полностью перекрыты, и в дом будет попадать только отраженное освещение. Хотя в будущем можно будет модернизировать эту систему с помощью сервопривода. Например, его можно изготовить из бэушных автомобильных стеклоподъемников. При изготовлении длинных планок я побоялся, что они будут слишком хлипкими, поэтому в их центрах насверлил отверстия, через которые планировал протянуть направляющие стальки. Но в последующем решил отказаться от этой затеи, так как жесткости у них оказалось достаточно. Наверх жалюзи поднимали классически с помощью веревки, благо помощников хватало. Окрепили жалюзи с помощью 2 металлических шинок и 6 кровельных саморезов. Наружные жалюзи на потолочных окнах внесли свой ощутимый вклад в охлаждение дома. Теперь прямые солнечные лучи в пике солнцестояния не проникают в дом и не перегревают его. Ну а теперь о результатах испытаний системы пассивного охлаждения для дома. Для тех, кто не в курсе, в прошлом году мы сделали систему пассивного охлаждения. В
траншею вокруг дома мы закопали 200 метров 32-миллиметровой пластиковой трубы. Часть этой трубы змеевиком была вмурована в стенки канализации. Также большой змеевик был опущен прямо в воду колодца. По сути, это геотермальный коллектор, с которого я планирую выкачивать низкопотенциальное тепло для отопления дома с помощью самодельного теплового насоса, который у меня никак не хватает времени доделать. Земля на глубине в 1,5 метра имеет температуру примерно 12 градусов, а вода в колодце и того меньше. Почему бы не использовать эту прохладу для охлаждения дома в летнее время? И прошлым летом я соединил геотермальный коллектор напрямую с водяной системой отопления дома, чтобы с помощью штатного циркуляционного насоса прокачивать прохладную воду из-под земли по батареям и теплому полу. Под прошлым видео скептики писали, что такая система не жизнеспособна, батареи будут постоянно течь конденсатом, а эффективность будет ничтожной. И частично мне придется с ними согласиться. Да, такая система без доработок 100% не удовлетворяет потребности дома в холоде. Но все-таки ощутимый вклад в охлаждение дома она вносит. С помощью крана подмеса обратки я отрегулировал подачу холодной воды до 19-20 градусов. При этом средняя температура батарей и теплого пола опустились до 22 градусов. Ни на теплом полу, ни на батареях при такой температуре конденсата не появляется. В солнечный день при температуре на улице в 38 градусов при неработающей системе температура на втором этаже поднималась до 35 градусов, а на первом этаже до 32. При работающей системе и той же температуре на улице в 38 градусов температура на втором этаже поднималась максимум до 28 градусов, а на первом до 26. На первом этаже, да еще и с прохладным полом, такая температура ощущается достаточно комфортно. Ну а на втором этаже, хотя и стало значительно прохладней, но низкое размещение батарей, которое в первую очередь рассчитано как раз на отопление дома, в режиме охлаждения работает не столь эффективно. Средний перепад температуры в доме при работающей и неработающей системе составляет около 7 градусов, что уже доказывает ее реальную работоспособность. Особенно при единственном электропотреблении циркуляционным насосом, которое составляет всего лишь 68 Вт. Сравнивать его с электропотреблением кондиционера и вовсе бессмысленно. Конечно же, можно повысить эффективность системы, полностью перекрыв кран подмеса обратки, опустив таким образом температуру подачи холодной воды до минимума. Но тогда придется бороться с образованием конденсата на батареях и трубах. Я планирую усовершенствовать нашу систему пассивного охлаждения немного иным способом, установив потолочный вентилятор во втором свете. Он будет смешивать воздух между первым и вторым этажом, сравнивая их температуры, а также за счет обдувания прохладного пола повысит эффективность передачи холода. Также я вывел петлю от геотермального коллектора в вентиляционный узел и в будущем установлю там радиатор, по которому также будет течь прохладная вода, холод от которой будет разносить принудительная вентиляция с выходами в спальнях. В будущем еще предстоит оценить эффективность этих доработок. И чтобы ничего не пропустить, подпишись на наш канал, ведь хорошие люди должны объединяться. А также я прошу тебя, оцени это видео вот здесь по 5-бальной системе и не забудь высказать свое мнение в комментариях. С вами был Гена и Вита. Канал My Galaxy. Жизнь своими руками. Увидимся в следующем видео.